Что за привычка? Вот знаете, как на рынке. Ну, вы видите, да? Редисочка, яичко, огуречек, авокадо, пару кусочков лосося. 308 гривен. Вот такой вот Микки 99 350 гривен. Обычный блокнотик у нас стоит 700 гривен. Блокнотик размера с ладонь. Хотите узнать, сколько перечница или солонка? 3900. 3900 это примерно где-то $100. Я в шоке от количества народу в ЦУМе. А вот этот ботинок 40 тысяч 50. Туфли женочьи, бежевые, летние. 11 800 гривен. Друзья, всем привет, Паша на связи. В этом видео мы с вами пройдемся по ЦУМу в Киеве, Украина. За окном 24 февраля 2024 года, но скорее всего это видео выйдет с небольшой задержкой. Кто не смотрел предыдущее видео, обязательно посмотрите. Я гулял по Крещатику, я смотрел количество людей, сколько людей, какие аттракции, кто что, чем занимается. А сейчас, прямо сейчас, вместе с вами мы пройдемся по ЦУМу. Удивимся, скорее всего, вот прям очень уверен, удивимся ценам, удивимся людям, которые там что-то покупают. Ну и, может быть, себе что-то присмотрим. Погнали. Итак, Киев, Крещатик, ЦУМ. Слева, сзади от меня киевская перепечка, в которую очередь просто не истекает. Киевский ЦУМ, честно, не буду кривить душой, я не знаю, когда, при каких обстоятельствах он был создан, но обязательно вставлю вам вставочку, чтобы вы понимали. 100 лет я тут не был, поэтому для меня будет не менее интересно посмотреть, узнать, увидеть. Ну и, возможно, очень удивиться всему, что я увижу. В отличие от многих видео, наверное, которые вы видели, может быть, увидите, смотрели, которые с ЦУМа, они начинаются с первых этажей, даже с минус первых этажей. Я поступлю от обратного. Я поднимусь вначале на самый верх, и потом постепенно буду спускаться вниз. Сколько успею, то все ваше. Пока мы поднимаемся наверх, не забывайте поддержать канал, поддержать стимул к съемке видео. А для этого всего лишь вы можете поставить палец вверх, для этого всего лишь вы можете написать коммент прямо сейчас. И для этого всего лишь вы можете подписаться. У меня такое впечатление на данный момент, что дороже магазина, торгового центра, магазинов-то тут куча, по сути, каждый отдел это свой магазин. Дороже магазина, наверное, в Киеве нету, а может быть и во всей Украине. Судя по ценам, судя по людям, которые тут сюда приходят. Хотя я вот думал, пока сюда ехал, я думал, кто эти люди, которые тут покупают. То есть, если это обычные, в кавычках, смертные, то те цены, которые мы тут с вами сейчас увидим, они вас шокируют. Если это люди формата айтишники, да, которые не считают там особо деньги, то им этот товар, им эта одежда по таким ценам, она и даром не нужна. Поэтому вопрос, кто эти люди, у меня остается открытым. Может быть, вы знаете, поделитесь информацией, поделитесь вашим мнением, вашими мыслями на этот счет. Поднялись на предпоследний этаж и поднимаемся дальше на самую верхотуру, где у нас, я так предполагаю, фастфуды. Фастфуды у нас, даже еще 2 этажа, еще один, и потом еще, или второй, уже запутался. Вот так вот выглядит
ЦУМ с высоты птичьего полета. Очень давно, я повторюсь, не был тут, и поэтому все удивление, все эмоции, которые я сейчас тут буду перед вами высказывать, они не наигранные, они честные. Скажу честно, я не знал, что тут имеется мультиплекс, кинотеатр мультиплекс. Абсолютно удивлен. Почему? Потому что в центре, когда кого-то ждешь, можно засесть. Это у нас 7-е небо или 7-й этаж, как оно называется. Вот так вот выглядят террасы сверху. Так выглядит открытая кухня. Ставлю каждому ресторатору респект, кто заботится, кто делает кухню открытой. Потому что если вам действительно нечего скрывать, то и скрывать-то не нужно. А для людей это просто большее доверие. Вот так вот обстоят дела. Гуляют собачки. А мы пока идем дальше. Жарковато. На улице плюс 14, в помещении сейчас, я даже не знаю сколько, плюс 25, наверное, градусов. Спускаемся вниз. Для удобства людей вот такие вот яйца есть. Посидеть, отдохнуть. Нету, правда, розеток. Нету каких-то зарядочек. Но люди сидят. Так, движемся к нашему светлому будущему на один этаж вниз. Залы, если я правильно понимаю, вот прямо вот тут у нас циферка 1, циферка 2 и циферка 3. Вот это вот залы. Там же туалеты. Кстати, лайфхак, кто не знает, где у нас на Крещатике можно посетить туалет. Вот он, выход. Поднимаетесь на самый верх, туалет перед вами. Сифуд. Посмотрим цены, что нам тут предлагают. Палтус стейк 118 гривен за 100 грамм. Нильский окунь 110 гривен. Дорадо Греция 120 гривен за 100 грамм. Просто для понимания, дорадо, допустим, вот Греция, да, 120 гривен. Она стоит около 300 гривен за килограмм, если вы решите готовить это сами. Салатики. По салатикам у нас салат с креветками, руккола и авокадо 408 гривен. Салат скандинавский с лососем. Вы видите, да? Редисочка, яичко, огуречек, авокадо, пару кусочков лосося. 308 гривен за одну вот эту вот тарелочку. Тортики. 150 гривен за один бокс. Варенье 295 гривен. Икра трески 355. Дешево и сердито вы можете подкрепиться сэндвичем 85 гривен. Вот так вот выглядит кухня. Кухня тоже открытая, для того, чтобы люди не удивлялись. И там можно посидеть. Можно там посидеть, можно тут посидеть. Кто-то просто приходит поработать. Я думаю, что тут интернет и есть, поэтому за такой вот стоечкой можно посидеть, поработать. Техно Ежак. Не знаю, почему техно, но эспрессо у нас 59 гривен, капучино 79. По периметру вот этой фуд-зоны много вот таких вот закутков, где можно посидеть вдали от глаз и что-то обсудить. Винишко, східні ласощі. Некоторые столики зарезервированы. Вот давайте зайдем в медовый рай Хани. Так, что у нас по меду тут? По меду у нас мармелад 295 гривен. Крем украинский фундук какао 245 гривен за сколько грамм? Не вижу, сколько грамм у нас. 100 грамм, что ли? Непонятно. Пряники пешево-кокосовые 45 гривен. Тут 175 гривен. Так, что у нас по круассанам? По круассанам у нас
Фирмовый круассан у нас 89 гривен, круассан малина маскарпоне 195, булка 110 с кардамоном. Тут у нас шоколад 145, фисташковый 165, 145. Я вот смотрю, большинство людей, которые тут сидят, они почему-то не едят. То есть каждый, наверное, 10-й только что-то трапезничает. Остальные или с винишком, с бокалами, да, сидят, или просто общаются. Вот такие вот супер официанты, несравнимые, да, с обычными торговыми центрами, в таких халатиках прибирают, убирают. Так, не будем задерживаться. Вот кто-то тоже работает с очком со своим. Мы посмотрим еще цены на свежую рыбу. Мы смотрели салат. Свежая рыба у нас лосось 819 гривен за килограмм. Лосось 1665 за килограмм. Сибас 450 гривен за килограмм. Сложно в уме вспомнить соотношение цен по сравнению с тем же Сельпо, Новусом там, или Ашаном. Но что-то мне подсказывает, что это больше. Раза так, ну не в 2, но больше. 5-й этаж. То есть мы были на 6-му этаже, всего их 7. 5-й этаж, дитячий одяг, взуття, дитячі меблі. Ну, погнали. Что мы тут можем увидеть? Сходу заруливаем в рай с вот такими вот статуэтками. Я думаю, что это 9600 гривен. Правильно? Правильно. Вот такие вот игрушки, статуэтка. Статуэтка 13 тысяч всего лишь, да? 13 тысяч 50 гривен. Микки. Это, наверное, для коллекционеров. Те люди, которые действительно для того, чтобы поставить что-то на полочку, нужно купить что-то дорогое. Вот такой вот Микки 99 350 гривен. Для понимания цены вы можете делить гривны на 38, это будут доллары, или на 40, это евро. Значит, 99 350 гривен, это у нас примерно 2600 долларов. Такие вот статуэтки 26 тысяч гривен. Вот этот вот Робокоп. 31 тысяча гривен. В зависимости, наверное, от цвета, да, от цвета передачи, от изысков художника. Цена может быть абсолютно разной. 31 тысяча. Вот такая вот 31 тысяча у нас гривен. А 31 тысяча это 815 долларов. Сколько стоит, как вы думаете, обычный блокнотик? Давайте вот посмотрим. Обычный блокнотик у нас стоит 700 гривен. Блокнотик размера с ладонь. 700 гривен блокнотик. Сколько стоит вот такая вот папочка? Папочка стоит 2850 гривен. Так. Бэтмен. Меня заинтересовал Бэтмен. Бэтмен, цена на Бэтмен 7150. Это 188 гривен. В одном из прошлых роликов я записывал про зарплаты в Украине, минимальные и по городам. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно подсмотрите или во всплывающей подсказке. И что я вам хочу сказать? Минимальная зарплата примерно, как этот Бэтмен. 175 долларов. Бэтмен у нас 188, а минимальная зарплата 175. Поэтому или Бэтмен, или месяц без еды. Лего. Деревянные такие вот скульптурки. Ну, давайте любую посмотрим по цене, сколько она стоит. Там, где открыто. Вот такая вот собачка, да, из шариков. Она стоит 16 тысяч гривен. Это примерно 420 долларов. Я думаю, что не стоит как бы удивляться. Хотя нет, стоит. Удивляйтесь. Я удивляюсь, и вы удивляетесь. Так, давайте посмотрим вот такой вот вроде бы как привычный глазу отдел, где привычные бутылочки. Сейчас у меня в рюкзаке тоже есть бутылочка, термос, потому что горло барахлит. Маленький термос, вот такой вот синенький маленький термос, я вижу 1000, правильно?
1450 гривен. Вот такой вот маленький термос. 70% скидки, как тут пишут, я думаю, человека, который экономит, не спасут. Вот такая вот супница или что это такое, 28 тысяч. Хотите узнать, сколько перечница или солонка? 3900. 3900 это примерно где-то $100. Некоторые люди на $100 живут несколько недель. Бокалы. Вот такой вот бокал для того, чтобы проводить время. 179. В принципе терпимо. Изыски. Салатница, или я даже не знаю, что это. Тут ножницы или прихватки. Эти ножницы или прихватки у нас стоят 2500 гривен. А сам бокс, в котором они находятся, он, наверное, и стоит столько же. Меня интересует подсвечник. Подсвечник, который... Добрый день. 4690 гривен подсвечник у нас. Так, наборы. Что это у нас такое? Это у нас пивковдра. То есть это для вашей кроватки мягенькое покрывало. И стоит она 24 тысячи гривен. Вот такая вот штуковина. 35 тысяч гривен. А такая всего лишь 11. С чего она состоит? Она состоит склад. 10% кашемир, 40 вовна, 25 вискоза, 25 полиамид какой-то. Лань. Альпака. 2870 гривен. Хотите альпаку побольше? Тогда вам нужно будет раскошелиться уже на 3900. Это $100. Вот такой вот у нас магазинчик с декором для дома. Давайте посмотрим какую-нибудь вещь. Рэндомно выберем. Допустим, доска. Как расходный материал просто для кухни, который, оставив даже в раковине, можно на следующее утро, наверное, выкидывать. Вот сколько у нас стоит вот эта вот досточка. Она у нас стоит, барабанная дробь, 530 гривен. Могу предположить, что на этой доске нужно исключительно резать сыры. Но, я думаю, наши люди будут на ней резать все. Детская одежда у нас справа, слева, спереди, снизу, по флангу. Ну, вот обычная футболка, да, на ребенка. Обычная футболка. Сколько у нас стоит обычная футболка? Где у нас цены? Не вижу цен. Что за привычка? Вот, знаете, как на рынке. Ни цен, ни непонимания. Окей, ботинок. Ботинок размера 30, от 30 до 37 у нас стоит 9. Добрий день. А зараз ще знижка у нас. Ага, це від цієї, да, суми? Скільки ви сказали? 40. Це десь буде 5-4, да? Угу, зрозумів. Дякую. Зимова колекція зі знижкою. Я аж перепугался. Вот такой вот биг пианино. Приводите детей, пусть резвятся. Почему мало детских магазинов не ставят такие пианино себе? Детский отдел с игрушками. Так, по поводу ботинок, которые мы посмотрели. Ботинки стоили 9 с копейками. И продавец сказала, что там 40% скидка. То есть выйдет всего лишь где-то 5000 гривен. 5000 гривен это, ну, порядка там
чуть меньше $200. Полностью соглашусь, если вы скажете, что детская обувь, детская одежда, а также одежда для животных, для собачек, для кошек, она почему-то, я удивляюсь, почему, она всегда стоит дороже, чем одежда для взрослых. Объясните мне этот парадокс. На нее уходит больше ткани? Нет. На нее уходят какие-то дизайнерские мысли в большем размере? Нет. Не знаю почему. Ну, Adidas, он и в Африке Adidas, думаю, что заходить не будем. Нас интересует исключительно вещи, которые мы не купим, не увидим нигде, кроме ЦУМа. Интерспорт. Интерспорт, ну, тоже, ну, хорошо, окей, давайте зайдем, посмотрим вот первую футболочку, которая смотрит на нас сбоку. Реглан. Посмотрим Реглан. Реглан у нас добрый, стоит 2999. Вот такой вот регланчик. Около $80. Мне интересно. Интерспорт, Adidas. Не сильно интересно. Кет. Вот такой вот кет. 23 750 гривен. 23 тысячи. 23 тысячи. Давайте округлим. 24 тысячи. Еще же доехать надо, бензин потратить. Если мы округляем, 24 тысячи делим на 38, получаем $630. $630 за вот такой вот кет. Так, тут у нас дизайнерские вещи. Ксения Шнайдер. Ксения Шнайдер продает дизайнерские вещи с ценой, с прайсом 3600 гривен. Странно. Может быть, они нолик забыли указать. Потому что дизайнерские вещи стоят всегда дороже, чем ширпотреб. 1300 гривен штаны. Я нашел, видимо, бомж отдел. 2400 гривен. Вот такой вот реглан. Так, давайте посмотрим мужские регланы. Я так предполагаю, это мужской, наверное, да? Реглан. Все попадало. Цена у нас на мужской реглан 1580 худи. Худи, кофта, реглан, называйте как хотите. 1600 гривен. Так, готовы к лету? Ходите в спортзал? Тогда вам, я думаю, пригодится вот такие вот штукенции для вейксерфа, вейкборда и так далее. И стоят они сущие копейки. Всего лишь 7500 гривен. Обычный купальник, обычный женский купальник у нас 2350. Вот такой вот верх и такой низ. Я уж надеюсь, 2350 это за оба, потому что, как правило, продают отдельно верх, отдельно могут продавать отдельно верх, отдельно низ. Так, спускаемся ниже на 3-й этаж. Напишите вот прямо сейчас под видео, как вам уже цены на сегодняшние, на эту секунду. Много, мало, терпимо, даешь еще. Может быть, стоит остановиться на каком-то из этажей более детально. Буду рад услышать. Зарулим сюда. Так, тут размер женский 12 тысяч гривен. Вот такой сандаль. Давайте посмотрим. Вот еще одна собачка тут гуляет. Посмотрим, присмотрим. А где вот всегда, знаете, мужчин ущемляют. Мужчин ущемляют в количестве вещей. Женщины и одежда в торговых центрах занимает 90% всего места.
Сумочка. Сумочка, зеленая сумочка у нас стоит сумочка. Пока тут найдешь, 11 800 гривен. 11 800. Обычная маечка. 590 гривен. Состав у нас, я не вижу состав. Виробник 90%, 98% бавовна и 2% эластан, чтобы тянулось. Вот такая вот маечка. Друзья, пока менял аккумулятор в камере, постоял вот пару секунд. Я в шоке от количества народу в ЦУМе. Я такого количества людей иногда, даже сложно сказать, что в обычном торговом центре такое количество людей есть. Посмотрите, люди едут и едут. Едут. И сверху вниз, и снизу вверх. По всем этажам, по всем фронтам. Вот, мне кажется, вот такой вот паренек, это вот лицо ЦУМа. Потому что другим такие вещи, если и нужны, то не в таком количестве. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть для девушек. Хоть бы что-то найти для парней, хоть бы что-то для мужиков найти. Какую-нибудь рубашечку, какой-нибудь такой вот пальтишко. 4200 гривен. Країна походження Україна, склад 100% шовк. Очки. Давайте вот аксессуары посмотрим. Очки у нас 1550. Это примерно где-то $50. Отдел с очками. Платочки. Платочки, я не знаю, чей это флаг. Флаг, не флаг. Это даже не флаг, это дизайнер, наверное, да? Ольга Пилюгина создала такую красоту. Самый возьмем нижний, он стоит 4800 гривен. Я думаю, что все тут, которые мы видим, стоят 4800. Так, Лакоста. Лакоста первый. 4194 гривны. Это у нас такой вот женский свитерок соответствующих расцветок. Можно отдохнуть, если диванчик не занят. Новая коллекция. Новая коллекция пальтишек. 17 050. Это у нас $447. $447. Джинсы. Женские джинсы. Ценник извлекаем и смотрим. 9000 гривен. 9000 гривен это примерно где-то $300, если так округлить. $300 за джинсы. 9000 гривен за джинсы. Повторюсь, в одном из прошлых роликов я рассказывал про зарплаты в Украине. И минимальная зарплата, если мне не изменяет память, посмотрите видео, ссылочка будет под видео, $175. Средняя зарплата $20 000 гривен. То есть, если вы средний значимый человек, который получает 20 000 гривен в Украине, то вы можете купить двое джинс, двое штаников себе, и у вас, вы представляете, еще даже останется. Но если вы купите за 24 000 гривен джинсы, то у вас ничего не останется, а еще придется доплатить с вашей-то зарплатой в 20 000 гривен. Так, сандали. Сандали, летние сандальки у нас стоят 24 150. Сандальки. А кедики у нас стоят 12 450 гривен. Добрый день.
Интересно, сколько получают и в чем ходят продавцы, консультанты в этих отделах. Они каждый день, вы представьте, каждый день видят эти бренды, эти товары с этими ценами. Ну, судя по виду, это кроссовки, и это что-то не сильно сложное. Так, что у нас еще есть? Посмотрим рандомно какой-нибудь свитерок. Свитерок у нас стоит 4 930. Это, добрый день, 150-160 долларов. Лифт, если количество ваших покупок уже поражает возможный вес, который вы можете или хотите перетянуть на себе, то можете спуститься это на лифте. Так, ботинки. Ботинки у нас со скидкой в какие-то века, да? Мы нашли ботинок со скидкой, он стоит 6 350. До скидки он стоил ровно в 2 раза дороже, 12 тысяч гривен. Угги. Угги не в привычном понимании валенок, а в названии бренда. 5900 гривен. Ну, люди меряют. Люди меряют, и опять же я не вижу ничего мужского. Вот только женское. Только хардкор, как говорят. Честно, ни одного мужского ботинка. Так, окей, спускаемся ниже. Обошли мы, сделали круг. Спускаемся ниже на первый этаж. Есть еще нулевой, есть еще минус первый. Спускаемся ниже. Людей, как знаете, как перед новогодними какими-то праздниками. Все куда-то идут, все куда-то торопятся, все что-то меряют. Вон снизу кто-то в шахматы даже играет, да? Смотрите, смотрите, шахматы. Люди играют в шахматы, прикиньте, в ЦУМе. Кому-то расскажи, что я играл в шахматы в ЦУМе с чашкой кофе, не поверят. Отсюда мы зашли. Сделаем еще круг под сумму, посмотрим, что у нас тут есть. Где-то надо остановиться, посмотреть. Давайте, вот, ботинок на нас смотрит. Прямо издалека я его узрел. Ботинок у нас без ценника. А вот этот ботинок 40 050. Туфли женочьи, бежевые, летние. 40 050. Ну, раз пошла такая жара, давайте посмотрим мы цену на сумочку. Цена на сумочку, она находится внутри. Одной рукой неудобно будет у нас распаковывать. Так, эта туфля 36 тысяч гривен. 36 тысяч гривен это примерно, делите на 38. Это примерно где-то 1000 баксов. Правильно? Правильно. Тут у нас кошелечки, сумочки. Вот такой вот кладчик. Небольшой, неприметный, но очень качественный. 5850. Лондон. Меховая сумка. Добрий день. Та я дивлюсь ціни, дякую. А, не можна? Добре, не буду. Знімати не можна. Так, это у нас аромат для дома. 5037 за бутылку в 1 литр. За маленький вот такой вот стаканчик вы можете отвалить 1000 с копейками. Не знаю, что это. Читайте, смотрите. 655 гривен какие-то ништяки для волос. Для мужчин, для волос, для всего остального. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот такие вот заколочки. Давайте посмотрим цену на любую заколочку. Вот красненькая лежит у нас. 360 гривен. Бабочка такая вот, такой вот
1905. И правый нижний угол 454 гривны. Так, мы сейчас на первом этаже. Давайте посмотрим, что нам предлагают на этаже ниже, есть ли там что-то. На этаже ниже у нас кофейня и обувь. Я думаю, смысла тратить нету время, поэтому будем выходить. Один вход, один выход, ровно там, где мы зашли. Друзья, сзади меня ЦУМ, где мы только что с вами были. Мы прошлись около 5, 6, 7 этажей. Вы посмотрели цены, я посмотрел цены. Не знаю, как вы, я удивился. Сумочки, ботиночки, туфли за 20-30 тысяч гривен, 1000 евро. Для ЦУМа нормальная цена. Люди, которые там ходили, я думаю, вы видели. Кто-то целенаправленно туда идет за покупками, кто-то, я даже не знаю зачем. Может быть, просто времяпрепровождение какое-то. ЦУМ, ну, скорее всего, один из самых дорогих таких магазинов, да, торговых центров, потому что магазинов там, по сути, много в нем, в Киеве, а может быть, даже и в Украине. Друзья, как вам цены? Как вам ассортимент? Как вам контингент? Напишите в комментах, обязательно поставьте палец вверх и обязательно подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видосы. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока!